Новая операция началась. Танки у границы. Иерусалим заявляет об израильском сапоге на ливанской земле. Хезболла запускает 100 ракет. Массированный удар нанесен. Срочное совещание военных. Штурмовики прорвали границу. Заход в 2 населенных пункта. Расширение зоны войны. Иранский удар по материковой части США. Калифорния под прицелом. Силовики бьют тревогу. Предупреждение ФБР. 11 американских баз атакованы. Америка несет колоссальные потери. Трамп называет войну экскурсией и делает новое заявление о сроках боевых действий. Просчет командования. Названы причины удара томагавком по школе для девочек в Иране. Как отреагировал на новые факты Белый дом. Немцы готовятся к ликвидации российских солдат. Берлин запросил помощь у ВСУ. Украинцы не хотят видеть на выборах уклонистов. Россия объявила масштабную эвакуацию, а Киев призывает тарологов и астрологов переходить на украинский язык. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Немцев начинают обучать ликвидации российских солдат. Берлин договорился с Киевом об отправке представителей ВСУ для передачи опыта Бундесверу. Речь об опыте применения всего, от артиллерии и танков до дронов и современной цифровой тактики боя. Генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг заявляет, что немцы внимательно следят за календарем, и война с Россией вспыхнет уже совсем скоро. К 2029 году Германия должна быть готова к возможным боевым действиям. Такое заявление он сделал в интервью Рейтер. Издание уточняет, главный парадокс ситуации: еще недавно НАТО обучало украинскую армию, а теперь все перевернулось. Теперь украинцы станут наставниками для западных армий. Первая группа инструкторов будет небольшой, несколько десятков человек. В Берлине говорят, что сейчас ВСУ единственные в мире, кто знает, как действует на поле боя ВС РФ. И именно этот опыт Германия собирается использовать, чтобы готовить своих солдат к возможной большой войне в Европе. Отвечая на вопрос, какой вклад внесут украинские инструкторы, он сослался на оценки немецких и других западных разведывательных служб о том, что Россия может быть готова к масштабному нападению на военный альянс НАТО уже к 2029 году. Это практически уже послезавтра. У нас нет времени. Противник не будет ждать, пока мы объявим, что готовы. Поэтому мы должны использовать любую возможность для подготовки, сказал Фройдинг. Орбан обвинил украинцев в угрозах, поступающих его семье, даже внукам. Речь уже не идет о перепалке с Зеленским. Премьер-министр Венгрии обвинил украинский народ в запугивании его родных. В Фейсбуке он опубликовал видео. В ролике Орбан звонит родственникам и предупреждает их о возможной опасности. На записи просит близких не паниковать, но относиться к ситуации серьезно и следить за безопасностью. Далее звучит такое заявление. В таких ситуациях вся семья сразу собирается. Все в порядке. Я всех попросил отнестись к этому серьезно, но не пугаться. Кажется, никто и не испугался, хотя для нашей жизни это все-таки непривычно. Но мы разберемся, как к этому приспособиться. Моя жена, конечно, это переживает немного сильнее. При этом, кто сейчас угрожает Орбану, каким образом и открыто ли уже уголовное дело по факту угроз, венгерский политик не говорит, но заявление звучит на фоне недавнего скандала и заявлений Зеленского, который говорил, что может передать адрес Орбана украинским военным. При этом Зеленский накануне также сделал заявление. Он отреагировал на то, что Венгрия, как заявляет Будапешт, отправила в Украину делегацию во главе с венгерским госсекретарем Министерства энергетики с целью осмотреть нефтепровод «Дружба». На Банковой заявили, что визит этих людей – частная поездка, никак заранее не согласованная с Киевом. А Украина по вопросам, связанным с нефтепроводом, ведет работу с Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антонио Кошто. После МИД Венгрии обвинил Зеленского во лжи, заявив, что посольство направляло в Киев дипломатическую ноту о планах визита. Украинский МИД сообщил, что предложенные даты не подходят и предложил согласовать новые, но до этого так и не дошло. Украинские медиа пишут, в офисе президента также подчеркнули, что официальный визит – это результат договоренности, а не просто отправленная нота. На территории Украины могут находиться граждане других государств, которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности, с туристической целью. США виновны в ударе по школе для девочек в Иране. Американская пресса публикует абсолютно новые детали предварительного расследования, которые показывают
Именно американцы нанесли смертельный удар по учебному заведению в Минабе, в результате которого погибли не менее 175 человек. Большинство из них дети. Внимание, причиной стала грубая ошибка. В базе данных американской разведки здание школы по-прежнему значилось военным объектом. Когда-то оно действительно входило в состав базы военно-морских сил Ирана. Координаты цели подготовили офицеры Центрального командования США на основе устаревших данных разведки, которые никто не перепроверил. Об этом пишет New York Times. Эксперты также отмечают, удар был нанесен ракетой «Томагавк», которые используют в США. Спутниковые снимки и видео подтверждают, что школа была разрушена в то же время, когда США атаковали соседнюю военно-морскую базу. Цитирую. Попытки Трампа уйти от ответственности за удар также осложнили расследование, вызвав беспокойство у официальных лиц, ознакомившихся с выводами, которые показывают вину США. Лица, опрошенные для этой статьи, говорили на условиях анонимности, ссылаясь на чувствительный характер продолжающегося расследования и утверждения Трампа о том, что виноват Иран, а не Соединенные Штаты. Трампу уже задали вопрос после этого расследования, берет ли он на себя ответственность за этот удар как главнокомандующий. Трамп переспросил «За что?», а после ответил «Я ничего об этом не знаю». Ранее, напомню, он уверял, что по школе ударили иранцы. База НАТО у границ Украины превращается в военный хаб США. Румыния разрешила разместить на своих авиабазах американские самолеты-дозаправщики, системы наблюдения и спутниковую связь. Речь идет о базе Михаила Кагальничану. Президент Румынии заявил, что оборудование уже одобрил Совет национальной обороны по запросу США о размещении дополнительных военных сил на одной из авиабаз. Это связано с американо-израильской операцией против Ирана. Хочу подчеркнуть, что это оборудование носит оборонительный характер, и хочу подчеркнуть, что с технической точки зрения оно не оснащено вооружением. Речь идет о так называемых некинетических средствах. Массированный удар по столице, 100 ракет над городом. Хезболла в ночь на 12 марта объявила о начале новой военной операции против Израиля. В заявлении говорится, что атаки ведутся ракетами и беспилотниками по израильским базам и скоплениям войск у границы и на территории Израиля. По утверждению Хезболлы, ракеты достигли Иерусалима и Тель-Авива. В ответ на широкомасштабный обстрел Хезболлы Цахал начал мощную волну атак по Дахии в Бейруте. В заявлении израильской армии говорится, цитирую: «Армия обороны Израиля действует решительно против террористической организации Хезболла после ее преднамеренного решения атаковать Израиль от имени иранского режима. Цахал не потерпит какого-либо вреда израильским гражданским лицам и будет силой отвечать на любую угрозу государству Израиль». На фоне этих событий посол Израиля в ООН Дэнни Даннон потребовал от Ливана восстановить контроль над югом страны и развернуть армию против Хезболлы. Ливан должен ликвидировать военную инфраструктуру Хезболлы на своей территории и вытеснить ее из приграничных районов, считают в Иерусалиме. Даннон предупредил, что если ливанские власти этого не сделают, Израиль готов сделать это сам. При этом дипломат подчеркнул, что Израиль пока ограничивается ударами с воздуха, но не исключает начало наземной операции в Ливане, если атаки продолжатся. Помимо этого, Израиль начнет наносить удары по объектам национальной инфраструктуры Ливана, а Нетаньяху экстренно уже собрал военных. У нас нет желания действовать в Ливане. На самом деле, давайте будем точны. Израиль сегодня не находится в Ливане. Мы заняли несколько оборонительных позиций рядом с нашей границей, но мы не проводили наземную операцию в Ливане. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но в прошлом у нас не было выбора, и мы это делали. Иран при этом продолжает бить по объектам Израиля и Америки, а Россия передает Ирану конкретные советы по тактике применения ударных дронов «Шахед», которые после прилетают по целям США и стран Персидского залива, пишет CNN. А атакованная инфраструктура США уже довольно масштабна. О тяжелых потерях пишет американская пресса. Иранские удары повредили как минимум 17 американских объектов, из них 11 военных баз, радары, ПВО и дипломатические миссии. Один из ударов по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне мог стоить около $200 миллионов, а атака дрона на базу в Кувейте убила американских военных. Издание пишет, Иран оказался гораздо лучше подготовлен к этой войне, чем ожидали в Вашингтоне.
Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил 7 марта, что количество иранских баллистических ракетных атак сократилось на 90% по сравнению с первым днем войны, а атак беспилотников на 83%. Несмотря на снижение интенсивности, Иран продолжает наносить удары по американским объектам по всему региону. Удар Ирана непосредственно по территории США, Калифорнии, сейчас обсуждают в Штатах. ФБР предупредила правоохранительные органы о возможной атаке по западному побережью США беспилотниками. По данным разведки, рассматривался сценарий запуска дронов с неизвестного судна у берегов США по целям в Калифорнии, хотя точных данных о времени и целях атаки нет. Эксперты также опасаются, что Иран может использовать сети и союзников в Мексике и Южной Америке, пишет ABC News. Хотя предупреждение ФБР не уточняет, каким образом и когда суда, перевозящие ударные беспилотники, могут приблизиться достаточно близко к материковой части США, представители разведки уже давно выражают обеспокоенность тем, что оборудование может быть заранее размещено либо на суше, либо на кораблях в море. Трамп накануне вновь заявил, что война в Иране завершится скоро, ведь там уже нечего бомбить. Иранские и другие медиа при этом вновь начали репостить видео КСИР, которое было опубликовано несколько месяцев назад. На кадрах показано, как и чем заполнены тоннели Ирана. Несмотря на это, американский президент назвал войну войной и экскурсией. Вы только что сказали, что это небольшая экскурсия, и в то же время назвали это войной. Так что же это на самом деле? И то, и другое. Это экскурсия, которая убережет нас от войны. А война будет, я имею в виду, для них это война. Для нас же все оказалось проще, чем мы думали. Израиль при этом заявляет обратное: военная кампания против Ирана будет продолжаться без каких-либо временных ограничений. Столько, сколько потребуется для достижения всех целей. На фоне войны, которая не заканчивается, Россия объявила эвакуацию. Уже 2 этапа позади. Москва вывозит специалистов Росатома. По словам главы компании, 450 работников уже покинули АЭС Бушер и через Армению направляются в Россию. Однако еще большая часть остается на станции. Друзья, как вам заявление Трампа по поводу того, что война — это экскурсия? И хочется обратиться к зрителям из США. Знаю, вас очень много. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, какое сейчас отношение к Трампу внутри страны. Поддерживают или нет? Удивляет ли Трамп своих избирателей или все были готовы к такому? Очень интересно прочесть именно ваше мнение. Спасибо, а я продолжаю. Граница прорвана. Открыт еще один участок фронта. Армия заходит на территорию страны. Российские войска пересекли кордон в районе Сумской области. Под их полным контролем оказался населенный пункт Бессаловка. Лишь за один день на карте мониторингового канала Deep State село стало красным, то есть Украина потеряла над ним контроль. Аналитик проекта Deep State заявил, что ситуация на северной границе Украины продолжает ухудшаться для ВСУ, а красная зона вдоль границы постепенно расширяется. По его словам, российские силы создают буферную зону, занимая небольшие участки и выставляя наблюдательные пункты, которые позволяют контролировать большие территории и заранее видеть маневры украинских войск. Таким образом, Россия системно формирует полосу контроля вдоль границы, чтобы предотвращать возможные рейды или наступательные действия со стороны Украины. В последнем обновлении появилась еще одна красная зона в районе Бессаловки. Там противник также пытается проникать, занять еще большую территорию и установить свою зону контроля, прежде всего для наблюдения. Район Теткино ранее был под пристальным вниманием, там даже остается синяя зона. Мы понимаем, почему она там остается. Сейчас для врага этот участок еще более активен и важен для контроля, поэтому они пытаются создавать буферную зону и здесь. Россия же заявляет, штурмовики ВС РФ прорвали границу и в другом месте, и также зашли в Сумскую область в районе села Червона Зоря. На сайте Минобороны РФ говорится следующее. Перед штурмом бойцы зачистили небо от ударных БПЛА противника, а также поразили огневые позиции и резервы ВСУ. Затем штурмовики зашли в населенный пункт, выбили боевиков и провели зачистку. Битва за украинский язык, расклад на картах Таро, а также обучение тому, как сделать мейкап, должны быть на украинском языке. Резкое обращение языкового омбудсмена Украины Елена Ивановская потребовала, чтобы бьюти-блогеры и тарологи вели свои страницы на государственном. Такое же требование к астрологам, психологам, тренерам и другим, кто продает услуги через Instagram, TikTok, YouTube и Telegram. Если через соцсети продается товар или услуга, общение с клиентами и весь контент
должны быть на государственном языке. По данным омбудсмена, на 10 марта 2026 года поступило 130 жалоб на нарушение языкового закона в интернете. Чаще всего люди жалуются на страницы бизнеса в соцсетях на русском языке, отсутствие украинской версии сайтов или ее некорректную работу. Также фиксируются случаи, когда пользователям автоматически показывается русскоязычный контент вместо украинского. Наряду с версией интернет-представительства, выполненной на государственном языке, могут существовать версии на других языках, однако они не могут содержать больше информации по объему или содержанию, чем украиноязычная версия. Версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Украинцы не хотят видеть на выборах уклонистов и уехавших за границу. Большинство граждан страны готово участвовать в первых послевоенных выборах, но при этом выступают против участия в них ряда категорий граждан. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова. Самое резонансное отношение к украинцам, которые во время войны выехали из страны и не вернулись. До 76% опрошенных считают, что такие граждане не должны иметь права избираться на пост президента, парламент, а также на должности мэров и депутатов местных советов. Еще жестче отношение к людям, которые незаконно пересекли границу Украины и не вернулись. 62% считают, что они не должны иметь права голосовать на первых послевоенных выборах. Также значительная часть общества негативно относится к людям, обвиняемым в уклонении от военной службы. 35% выражают к ним негативное отношение, тогда как положительное лишь 20%. При этом вопрос их участия в выборах разделил общество. Около 50% считают, что граждане, находящиеся в Украине, но не обновившие военные данные и уклоняющиеся от мобилизации, должны иметь право голосовать, тогда как 30% выступают против. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку, за каждый лайк, комментарий и репосты. До встречи уже завтра.